Здравствуйте, ребята, с вами шеф Кика, и сегодня я буду готовить настоящий грузинский аджарский хачапури. Для этого нам понадобится теплая вода, где-то 40-45 градусов, 400 миллилитров. Помешаем в большую миску, добавляем 21 граммов сухих дрожжей, а свежих дрожжей добавляем 30-35 граммов. Все это удобрение заливаем в одну большую миску. Хорошо помешиваем, потому что надо, чтобы дрожжи активировались. Добавляем 200 миллилитров сливок, обязательно теплых. Добавляем соли, 3 чайные ложки. И добавляем сахар. Сахар я добавляю с солью, потому что они хорошо действуют на дрожжи и активируется дрожжь. И хорошо помешиваем. Обязательно не забудьте хорошо помешивать. Сейчас добавлю 60 миллилитров масла без запаха. Обязательно без запаха. И еще хорошо помешиваем, чтобы масса стала однородной. Добавляем муку 300 граммов общего веса. И готовим опару. Надо обязательно хорошо помешать, чтобы масса стала однородной. Продолжаем помешивать. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут. Через 20 минут снимаем пленку и видите, что опара и дрожжи уже хорошо активировались. Сейчас добавляем оставшую 700 граммов муки. Оставшую массу из муки, например, 700 граммов, я хорошо просеиваю. Обязательно хорошо надо просеять. Я использовал 1 килограмм муки. А сейчас хорошо помешиваем, замешиваем тесто деревянной палочкой. Обязательно деревянной палочкой. Тесто следует замешивать медленно, чтобы пузыры не пропадали. Если пузыри пропадут, то тесто будет не пышным, а твердым, как резина. Добавляем масло без запаха и начинаем замешивать рукой. Я никогда не пользуюсь перчатками, потому что не люблю, когда тесто замешиваю перчатками. Я люблю, когда я тесто чувствую. Когда я тесто чувствую, тогда мои хачапури выходят всегда такими пышными, такими. Замешиваем тесто. Обязательно надо хорошо замешивать, но не забудьте. Прошу вас, замешивайте скорее, чтобы тесто не остывало. Сейчас переложим тесто на рабочий стол. Посыпаем мукой. Но не надо много муки, прошу вас. Только не надо много муки. Вы видите, как мое тесто пушистый и пышный, как ванкастанга, игрушка. Ну, так и должен быть. Сейчас дадим форму.
Сейчас буду резать на куски, то есть на части. Даем форму. Хорошо смотрите видео, прошу вас. Тесто должно быть круглым. То есть тесто для хачапури не все, но и с тестом, не забывайте, с тестом надо обращаться, как с любимой женщиной. Это очень важно. То есть с любовью. Потому что тесто тоже любит ласки и хорошего обращения. Режем второй кусок. И начинаем дать форму. Вы хорошо видите, по-моему, что я с тестом сделаю. Обязательно надо хорошо месить тесто. Все, уже готово. Даем круглую форму. Если вам интересно мои видео, прошу вас, подписывайтесь на мой канал, это вам не будет сложно. Поставьте комментарии. Сейчас я буду... Посмотрите, сколько весит. Где-то 420 граммов или 320 граммов. Не все одинаковые, но... Я уже тесто взвесил, но не все одинаковые. Потому что у меня дома маленькая дочка, я для нее готовлю маленькие хачапури всегда. А для нас где-то 350-450 граммов, по-моему, где-то. Ну, смотрите сейчас, что мы будем делать. Хорошо смотрите, прошу вас. Смотрите на мои руки, как я тесто обрабатываю. Это уже вторая сложность в хачапури, как надо обрабатывать тесто правильно для аджарских хачапури. Если вам будет удобно или вы интересуетесь, подписывайтесь на мой второй канал Chef Giga Bakes. Вы уже видели, как я обрабатывал тесто, а сейчас будем готовить начинку для аджарских хачапури. Для этого нам понадобится сыр моцарелла 400 граммов, сыр фета 700 граммов. Еще я буду использовать сыр чеддер или сыр моцарелла для пиццы. Эти сорты сыра я пользуюсь в Европе. Еще нам понадобится одно яйцо. Сейчас будем стереть сыр. Я буду с вами немножко разговаривать. Если у вас есть грузинский сыр, например, в России, вы можете покупать, по-моему, грузинский сыр, тогда будете использовать только грузинский сыр, не другое. А если у вас нет грузинского сыра, тогда будете использовать те сорты сыра, которых я вам написал. Сыр надо хорошо стереть.
сыр добавляем 1 целое яйцо, добавляем 2 столовые ложки муки. Муку я добавляю, потому что когда уже хачапури готовится и варится сыр, чтобы не вышел из формы, из хачапури, то есть. Ну, как вы видите, тесто уже хорошо настояло, они удвоились. Это означает, что мое тесто уже готово. Насыпаем рабочий стол мукой. И начинаем работать над тестом. Прошу вас, просто не нажимайте палочку. И хорошо смотрите, что я буду делать с тестом. Сильно не нажимаем. Даем круглую форму. Немножко сыра. Равномерно распределяю сырную массу. После этого уже начинаем заворачивать тесто для нашего аджарского хачапури. Это уже 3-я степень сложности. Обязательно хорошо смотрите, прошу вас. И повторяйте вместе со мной. Сначала вам будет немножко сложно, но потом после одного раза ничего сложного. Видите, я заворачиваю тесто и сразу же закрываю. Смотрите, хорошо, прошу вас, это очень обязательно. Это надо обязательно хорошо смотреть и повторять со мной. Ну, это наш аджарский хачапури. У меня на втором канале есть еще аджарский хачапури. Я думаю, что я еще раз сделаю на этом канале мои аджарские хачапури. Кстати, внизу стоит линк для моего второго канала Шеф Гигабекс. Прошу вас, подписывайтесь и здесь, и там. Сверху добавляем еще немножко сыра. Одна хачапури уже готова, и начинаем уже второй. Я еще повторюсь, что прошу вас, не нажимайте сильнее. Если воздух пропадет, хачапури останется твердым и не будет пышным и вкусным. Все, уже форму дали. Равномерно распределяем массу сыра. Начинаем заворачивать тесто. Еще раз хорошо смотрите. Сразу же закрываем тесто. Хорошенько надо закрывать. Отрезаем лишнюю массу теста. Не нужно просто.
Сейчас нам надо желток, 2 яйца. Хорошо помешиваем, хорошо. Чтобы стало однородовое. Хачапури переносим. Если хотите одну, если хотите двое, не проблема. И смазываем яйцо. Обязательно надо хорошо смазывать. Ну, вы только смотрите, какие у нас красивые аджарские хачапури вышли. И не только красивые, очень вкусные. Сверху сыра еще немножко можете. Я включаю духовку за 20 минут до выпечки хачапури, потому что оно стало горячим. Это надо обязательно делать на 180-200 градусов где-то. Все, уже хачапури готовы для выпечки. И выпекаем на 180 градусов где-то на 15 минут или на 20 минут. Обязательно надо смотреть тесто, чтобы не сгорело хачапури. Начинаем печь. Хачапури уже готовы, как вы видите. Смотрите, какой... Еще я забыл вам сказать, что сверху добавляем одну желток и отправляем обратно в духовку где-то на минут 2. Потому что, чтобы желток не был сырым. Как вы видите, наши хачапури очень пышные, как мы хотели. А если вы хотите, можете в начинку добавить немножко соли, если вы хотите. Послушайте, у меня хачапури выходит очень вкусно. А если у вас есть грузинский сыр, это вообще другое. Приятного вам аппетита, хорошего вам дня. Готовьте вместе с нами, готовьте вместе со мной.